Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у меня интересная, теплая, красивая работа, причем очень простым узором. Просто столбики и 3 столбика чередуются вместе. И опять простые столбики. Вот такое чередование узора простое. Воротничок со шнуровкой. Почему я говорю, подписывайтесь на YouTube, Рутюб, Telegram, потому что в Одноклассниках и ВКонтакте и на YouTube есть фотографии. То есть можно посмотреть кофточку со всех сторон. Показать кофточку на столе у меня нет такой возможности, поэтому я выкладываю фотографии в Одноклассниках, ВКонтакте со всех сторон. А сегодня предлагаю посмотреть и связать вместе со мной такую тепленькую, простую кофточку. У меня красивая вот такая сиреневая ниточка, крючок 2,75. Мы с вами набираем колечки. Один, два, три, 4 воздушные петли и в первую петлю столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4. И в первую петельку столбик с одним накидом. То есть вот так все просто. Надо набрать колечки по объему, по обхвату бедер. 1, 2, 3, 4 воздушные петли и в первую петлю столбик с одним накидом. Набираем и начинаем вязать узор. Я набрала колечки равно 50 сантиметров, это где-то у нас на 50 размер. Выровняла, то есть у нас, смотрите, внизу воздушные петли, а вверху столбики. Мы будем вязать за столбики. То есть наша задача, чтобы все колечки смотрели в одну сторону. Соединительным столбиком соединяем, в сам столбик переходим и вяжем 1, 2, 3. Это первый столбик, второй столбик и третий столбик. 3 столбика с одним накидом. В следующее колечко делаем то же самое. 1, 2, 3. Вот этот наш основной узор мы будем вязать рядочков 10. То есть 3 столбика с одним накидом в первом ряду, во втором ряду те же самые 3 столбика, но мы с вами будем вязать их между столбиками. И у нас будет вот такой узор: 3 столбика, 3 столбика, 3 столбика, и между 3 столбика, 3 столбика и так далее. Если вы хотите немножечко вязание, чтобы было более ажурным, тогда можно сделать воздушную петельку, а потом 3 столбика. 1, 2, 3. Попробуйте так и так, как вам больше понравится. Я провязала 6 рядочков вот таким узором, очень простым. Мы с вами начинали 3 столбика, я еще воздушную петельку сделала, 3 столбика. И потом в разные, так сказать, места, вот, между 3 столбиками вяжу 3 столбика и воздушную петельку. Вот, между узорчиком. Присоединились. Теперь 6 рядов. Разворачиваем вязание на другую сторону, так удобнее вязать. Можете не переворачивать. Соединительный столбик сделали, вяжем 1, 2, 3 столбик. И наша задача очень простая: провязать в каждый столбик с одним накидом. И между, там где воздушная петелька, тоже столбик с одним накидом. То есть у нас будет 6 рядочков связано простым столбиком. Столбик с одним накидом, 6 рядочков. Потом мы опять начинаем вязать тот узор, который мы с вами вязали. То есть такая простая кофточка, с которой справится абсолютно любой начинающий, кто решит вязать кофточку с нуля, с первого раза. Набираем колечки, вяжем 3 столбика воздушная петля в шахматном порядке, 6 рядочков и 6 рядочков столбики с одним накидом, а потом опять вот этот же самый узор. И таким образом, чередуя 2 простых узора, мы вяжем кофточку до проймы. Это значит до выреза рукава.
примерно 40 сантиметров всего. И потом будем делить на спинку, на пройму, на передние полочки. Провязала отдельно спинку. Еще разочек, да, напомню, что после того, как мы довязали до проймы 40, где-то 45 сантиметров, делим все вязание пополам, ставим на пройме, там где пополам, по бокам с двух сторон, ставим маркеры и сантиметра 2-3 не вяжем. Отдельно у нас будет вязаться перед и отдельно вязалась спинка. Туда-обратно поворотными рядами я провязала 2, 3, 4 полных раппорта. 4 полных раппорта. И разделив спинку на 3 части, выделила горловину, на 3 части поделила. Горловину не вязала, а тут, где плечи, 1, 2, 3 рядочка. В одну сторону ниточку отрезала и в другую сторону также. 1, 2, 3. Все, это у нас спинка готова. Теперь наша задача провязать перед. Что я сделала? Я поделила ровно пополам. У нас здесь будет такой вырез. Потом будет шнуровочка. То есть такая вот идея интересная. Увидела фотографию, я решила ее повторить. Схемы у меня не было, но там фотография несложная была. Я решила повторить узорчик. Итак, половинку перед делим ровно по центру. Одну часть и вторую я выделила маркерами. И эту часть, вот эту вот, я вяжу отдельно. Здесь будет шнуровочка. Просто вот этим узором 3 столбика. 3 столбика, 3 столбика. Я их выделила. Вот получилось 1, 2, 3, 4. Вот, 4. И вот такую планочку я все время вяжу. А узор основной тоже повторяется. Вот. Так как перед у нас должен быть обязательно чуть меньше, у меня что получилось? Я провязала 1 узор, 2 узор, 3 узор. И последний узор не до конца, 3 только рядочка опять же. Теперь я хочу завершить вязание. Вырез будет вот таким простым, просто квадратным. 1 до маркера. Почему до маркера? То есть мы должны замерить расстояние на спинке. И ровно там, где на спинке заканчивается плечо, мы ставим маркер впереди. Чтобы плечо у нас было одинаково. Теперь, как я хочу закончить вязание? Просто-напросто я вяжу столбиками без накида до маркера. Потом на обратной стороне сшиваем плечевой шов. И одна половинка у нас готова. То есть кофточка очень проста в исполнении. Сложных вырезов нет, сложной горловины нет. Узор предполагает, что он квадратный у нас будет вырез. Мы его, конечно, потом обязательно обвяжем. Немножечко скруглим. Но пока вот так вот довязали. Маркер убираем. И прикладывая вот наше плечо, с обратной стороны мы прикладываем и сшиваем. Я сшиваю сюда вот таким образом столбиками без накида с одной стороны и со второй. Вот так вот мы сейчас приложим. И с одной стороны подхватывая, с другой стороны подхватывая столбик, провязываем столбик без накида. Опять с одной, со второй. И мы провязываем все наши столбики. У нас их одинаковое количество. Провязываем, ниточку отрезаем. Начинаем вязать вторую половинку. Вторая половинка дублирует первую. То есть мы с вами вяжем от маркера до маркера, туда и обратно. Узор у нас очень простой. 3 столбика, либо просто столбики с одним накидом. И по центру выделяем какое-то одинаковое количество столбиков, где будет вязаться планка вот такого плана. 3 столбика, 3 столбика, 3 столбика. Вяжем такое же количество рядов. Вот таким же образом у нас горловина вывязана, просто столбики с одним накидом. И сшиваем. У нас получается, так как спинка у нас всегда длиннее, перед я не довязала до самого конца, до самого завершения. Вот.
спинка у нас длиннее, и впереди получается вот такой небольшой вырез. Прямо напротив горловины. А так как у нас здесь будет шнуровка, и есть возможность вот так отгладить воротничок, то у нас вырез будет вот такого плана. Либо он будет не до конца завязанный. Это тоже будет удобно. Хотите подвернуть внутрь, можно вот таким образом прошить. Как вариант. Сшиваем плечо, довязываем вторую половину ровно. Также обвязываем горловинку и начинаем вязать рукав. Рукав у нас мы будем набирать по пройме, вот она у нас, и вязать основным узором, повторяю наш основной узор, просто столбики и 3 столбика. Связала я половиночку, сшила, и теперь наша задача провязать рукав. Рукав лучше всего набирать либо по пройме, либо со стороны спинки. Со стороны спинки удобнее, потому что у нас здесь есть уже узор, который нам надо просто-напросто продолжить. Вот, поэтому со стороны спинки предлагаю в нашем узоре привязать ниточку 1, 2, 3 и еще 2 столбика. Узор я предлагаю в самом начале начинать именно с 3 столбиков, это легче всего. Вяжем просто-напросто как есть по факту за воздушные, за столбики. Там, где нет четких разделений, то мы просто вяжем, пропускаем столбик и, допустим, первый, самый главный ряд набираем интуитивно. Пропускаем 3 столбика, здесь мы уже с вами, или может быть даже по центру, вот сюда. Вот. На пройме, как правило, первый ряд немножечко сужаем вязание. Вот. Вяжем 1, 2, 3 столбика примерно на одинаковом расстоянии. Там, где у нас узор, вот он уже есть, мы его вяжем по факту. 1, 2, 3. Там, где просто столбики, вяжем, покажу сейчас, через столбик, допустим. Связали 1, 2, 3. И вот у нас боковиночка идет, просто столбики с одним накидом. Значит, наша задача выделить, допустим, на равном расстоянии, да? Так, 1, 2, 3. Столбик пропускаем. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Столбик пропускаем. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Дальше уже у нас по узору. То есть вот таким примерно образом. Получилось у нас по 3 столбика там, где простые столбики, и 3 столбика, где узор. И вот так по кругу набираем и вяжем по кругу. Точно таким же узором вяжем 6 рядочков. Вот я набирала. Это уже у меня рукав, вот он у меня связанный. 6 рядочков по 3 столбика, 6 рядочков просто столбики. И вот так провязываем. Если есть желание уменьшить, вот у меня в начале проймы было пошире 2 узора, потом я вязала поуже. Таким образом, вот таким. Всем покажу поближе. Как я уменьшала. Провязала 1, 2 узора, как набирала, а потом, смотрите,
3 столбика, 1 пропустила и воздушная петелька. Опять 3 столбика, 1 пропустила. И за счет этого, за счет пропуска, у меня получилось немножечко поуже. Следующий узор больше я не уменьшала, только вот 1 разочек. Таким образом можно уменьшить. И уже вяжем на всю длину. Я связала рукав с подгибом. Вот. Вяжем всю длину. И после того, как свяжем рукав, а рукав у нас вяжется таким же узором, то есть все очень просто. Самое главное набрать по пройме. Вот. И потом еще хочу обвязать. Вот такую шнуровочку я связала. Ее, конечно, мы потом уберем. Вот, для наглядности. А еще хочу вот эту горловину обвязать столбиками без накида. Уже в самом конце. Пока рукав вяжем. Связала я 2 рукавчика. Вот, немножко даже подлинней. Просто, чтобы можно было сделать подворот. И будет симпатично смотреться. Вот такие 2 простых узора, казалось бы, просто столбики и 3 столбика. И кофточка практически готова. Смотрится хорошо, тепло, уютно. И теперь вот такая вот горловина, которую нужно обвязать. Нужно обвязать очень простым способом. Столбики без накида, либо полустолбики. Это такая техника, которая всегда хорошо смотрится и аккуратно. Привязываем ниточку, допустим, привяжем ее сбоку, чтобы не было видно шва или там со стороны спинки, допустим. Вот. Воздушную петельку сделаем. Что я хотела показать? Прежде всего я хотела показать, как мы вяжем уголочек. Техника провязывания уголочка, она всегда простая и одинаковая. Ее нужно просто 1 раз посмотреть и запомнить. Вот, мы приближаемся с вами к уголочку. Столбик провязали, теперь у нас будет вниз. И вот наш уголочек. В нем самом мы провязываем, 1 провязали столбик, 2 и 3. Вот. Вот такой уголочек должен получиться. В следующем ряду при обвязывании мы в самый центр опять провязываем 3 столбика без накида. И тогда формируется красивый уголочек. Такой вот очень простой секретик. 3 столбика в самый уголочек вяжем. Поворачиваем вязание и вяжем вниз. Столбики без накида вяжутся легко, просто. Самое главное определить длину шарфа, то есть не чистить и в то же время не слишком редко вязать. Примерно, конечно, все интуитивно, на одном уровне. Вот так вот, просто обвязываем. Получаем ровный красивый уголочек. Обвязала столбиком без накида, вдела вот такую шнуровку, это просто воздушные петли. Провязали цепочку из воздушных петелечек и вдели шнуровочку. Кончики нужно прогладить, чтобы они хорошо смотрелись. Уж вот так завязывать, я думаю, мы не будем. И наша кофточка тепленькая готова. Можно связать абсолютно из любой пряжи. 400 метров 100 грамм. Узор с одной стороны не очень плотный, но с другой стороны просто столбики, и 3 столбика тепленько смотрится. Расход с длинными рукавами 300-350 грамм на 46 размер. Предлагаю посмотреть, связать и утепляться уже пора. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Надеюсь, видео вам понравится, будет полезным. И предлагаю связать вместе со мной. Не забываем подписываться на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram, для того, чтобы не пропустить новые ролики, которые выходят
через день. До новых встреч!